Всем привет, дорогие друзья! Вещает и транслирует Хакман. Вы на канале Хакман Games. Продолжаем прохождение Alan Wake Remaster. Поехали. Ранее в Alan Wake. Элис похитили. Алан, пожалуйста, помоги. Элис? Если еще хочешь увидеть свою жену, будешь делать, как я скажу. Я не могу довериться никому, кроме своего агента Барри. Они ее убьют! Но ты мой лучший друг, и я беспокоюсь, что у тебя не все с головой в порядке. Похититель требует рукопись, которую я не писал. Все сбылось. Она знала. Как же темно. Я нашел лишь несколько отдельных Мне страниц. нужна вся рукопись. Срок истекает через 2 дня. Я нашла страницы мистера Уэйка. Хорошая девочка. Эпизод 3. Выкуп. Как, черт возьми, ей удалось заполучить рукопись? Я не знаю, она находчивая. А я говорил, что ты был слишком строг с ней. Слушай, я нашел всевозможные странные вещи, пока раскапывал местные... Да. Мистер Уэйк, это шериф Брейкер. Здесь с нами агент Найтингейл из ФБР. ФБР? Он просто мечтает вас увидеть. Вам лучше приехать в участок. Ладно, я скоро буду, шериф. Давай быстро, хорошо? Чем-то помочь? Я Рэндальф, менеджер. Мы ищем Роуз. Работает официанткой в закусочной. Роуз, знаю, милая девчушка. А вы кто? Я Алан Вейк. Писатель, да? Слышал по радио, что вы приехали. Я покажу ее трейлер. Роуз хорошая девчонка. Всегда вовремя платит за жилье. Как я и говорил, Ал, я нашел всевозможные странные вещи в архивах местной газеты. Это место просто чокнутое. Исчезновения, мистические смерти, городские легенды, ставшие правдой, и, зацени, множество вещей берут начало у озера Колдрон. Я забыл сказать, что Да, хорошо. поставил В любом случае, озвучку. здесь был остров, которым владел человек по имени Томас Зейн. И некоторые статьи, что я нашел о нем, представляют его как известного писателя. Но сколько бы я ни искал, я не нашел ни одной книги, что он написал. Зейн был заядлым ныряльщиком. Таким заядлым, что остров стали называть островом ныряльщика. Но произошло извержение вулкана под озером в 1970-м, и Зейн ушел на дно вместе с островом. Так вот, я нашел озвучку для этой версии. Да, Пойдемте, чтобы не мистер, читать. провожу вас к трейлеру Роуз. Да иду я. Тут читать, да, замучаешься, а тут все-таки по ролям. Все дела. Да я не всегда успеваю все прочитать. Пошли, пошли. Да, странно. Двор. Лодком какая-то перевернута. Да ты показал, куда идти. Блин, что ты ковыляешь сюда? Сказал бы, что вон Да тот. уж, сумасшествие. Оно тут с самого утра, будто с неба свалилось. Но поднять такую тяжесть под силу только торнадо. Хорошо, на какой-нибудь трейлер не свалилось. Ну и чё? Randy's Dogs. Это тут только в этом дворе, что ли, торгует? А чё закрыто? Хот дог 1.49. Есть кое-что интереснее. Местная девушка, Барбара Джаггер, утонула в озере Колдрон недели ранее. Точно, про Джаггер теперь страшные сказки рассказывают. Озерная ведьма настигает в темноте. Такие вот сказочки. Они были любовниками. Как бы то ни было, Ал, я только подхожу к лучшей части. Все статьи по этой теме написаны Синтией Уивер. Я поспрашивал, и это та чокнутая бродяжка, которую ты встречал. Вы про фонарную леди? Она чудачка, спору нет, но вовсе не бездомная. А, тут что ли короче, живет? Она знала Джаггер и Зейна до их смерти, а после у нее что-то внутри перемкнуло.
Блин, я думал, тут эта тетка живет. Я уж охерел. Хотел на мужика поругаться. Типа, ты камы, ты чё такие места-то людям сдаешь? А это типа детская площадка. А у нее что, дети что ли есть? Ну вот, мистер, это трейлер Роуз. Что вы от нее хотите, если не секрет? Мы просто хотим поговорить с ней, приятель. Да она вон там стоит. Добро пожаловать Боже мой, мистер Уэйк, я рада, что вы здесь. Роуз, у тебя моя рукопись. О да, да, пожалуйста, входите. Эй, а это и правда здорово! Роуз, Да, моя рукопись. Она мне очень нужна. да, я понимаю. Я знаю, что вам нужно. Муза-вдохновительница. Да ради... Барри! У нее ничего нет. Да, эй, Ал, что-то... Барри! Что? Страшно. Она идет за тобой, в обличии моей Барбары. У меня нет сил остановить ее. Ты должен зажечь огни. Я же обещала навестить вас и вашу милую жену. Вы должны завершить начатое. Я настаиваю. Ты должен зажечь огни. Зажечь их. За работу, дружок. Так, а где это я? В какой-то детской комнате. Меня тошнило, будто с похмелья. Только ярость заставляла меня идти. Я больше не могу отличить реальность от сна. Но, похоже, у меня появился воображаемый редактор мне в помощь. Она старая женщина. Роуз в траурной отняла у одежде. меня целый Я день. зову ее Мне Барбарой оставалось Джаггер. меньше Она 20 очень часов строгая. до встречи с Я похитителем. пишу быстрее, Все, что я мог, это затолкать Барри в машину, да придумать что-нибудь по дороге. что вносится все агрессивнее. Добро пожаловать в закусочную, дорогой олень. Что вам сегодня? Кофе? Я не мог держать на Роуз зла. Нечто использовало девушку, чтобы выйти на меня. Оно оставило на ней свой след. Первая добавочная порция бесплатна. Работала Молоко и сахар на стойке. Хотите узнать предложение дня? Спасибо. Удачного дня. Приходите к нам еще. Барри был в отключке, слишком тяжелый для переноски. Моя пушка и фонарик пропали. Мне нужно было найти способ довести Барри так быстро, насколько возможно. Нельзя было терять время. Нельзя терять, говоришь, время, да? Мистеру Рэндольфу нравилась Роуз, ее нежная улыбка и милый характер, который она сохранила, несмотря на удары судьбы. Что она делала в своем трейлере, конечно, было не его дело, но чужаки, писатель и его наглый дружок, не вызывали доверия. Они торчали там несколько часов. Обычно в это время Роуз уже спала. Он потянулся за телефоном и набрал шерифа. Так, добраться до машины. Погнали. А у меня есть что-нибудь? А, у меня же ничего нет. Надо что-нибудь найти. Я как раз выглянул наружу, чтобы глотнуть свежего воздуха. И вот что я вам скажу. Погода становится все хуже.
такие ночи мне особенно приятно беседовать с вами, а не лежать дома в постели. Борис Когда Репетур. погода выкидывает такие фортели, я вообще не могу спать. Ворочаюсь на измятой простыне, в голову лезут мрачные мысли. А если и удастся ненадолго заснуть, то непременно снятся кошмары. Только ли мне? Возможно и так, но надеюсь, что... Кто знает Бориса Репетура, ставьте лайк. Ничего нет. Ну, по идее, мне сначала надо было фонарик найти. Не могу уснуть, понимаешь? Я тут просто глазел в окно и пытался разобраться во всем этом, но... И я не пил, не подумай, а просто... Что ж, похоже, у тебя проблемы, Боб. Да, ну... У меня... Термос. Ух ты. Достижение какое-то садануло. Я ищу, тут вдруг где-нибудь листочки валяются. Вдруг. Так, там стоит мужик. Вдруг тут что-нибудь есть, а я пропустил. Там ребенок плачет. Блин, ну реально же там ребенок плачет. Может, мне сюда зайти надо? Не надо заходить сюда. Ну, сейчас ты получишь. Кто? Только Богу известно, что ты сделал с бедняжкой. Это агент Найтингейл, ФБР! Подними-ка их, Хемингуэй, ты арестован! Только шевельнись, и я разрешу пушку прямо в твою чертову физиономию! Стой, где стоишь, Спилей! Спилей? Кто это? Я стою прямо перед тобой, чертов маньяк! Меня злило, что я оставил Барри позади, но я не хотел упустить встречу с похитителем. Бросьте, мистер Вейк, давайте! Упростите всем жизнь! Разбегайтесь за ним, не дайте ему уйти! Живо! Упустите его и останетесь без работы! Как сбежать от полиции? Ну давай. Вот он! Стоять! Ладно, парни, глядите в оба. Он попробует прорваться. Видишь его? Ищите лучше. Вот, черт! Погоди, вон он! Ой-ой-ой. Я его потерял! Убегаем! В рассыпную! Где он? Черт возьми, куда он делся? Он смылся! Смотрите в оба!
Погнали. Бежим, бежим, бежим. Листочек. Давайте, парни, мы должны перекрыть ему дорогу. Десятилетиями тьма, носившая обличие Барбары Джаггер, дремала в темной обители, что была ей домом и тюрьмой. Она знала лишь голод и боль. Во сне вновь и вновь переживала ночи торжества, когда поэтическое вдохновение подняло ее из глубин и позволило на несколько ужасных мгновений обрести власть и свободу. Рок-звезды потревожили сон, в который ее в конце концов погрузил поэт. А когда тьма почувствовала на пароме писателя, она очнулась. Так, побежали. Ой-ой-ой. Ни хрена себе. Охренеть, вот это вот тут творится. Дело. Ищите округу. Внимательно. Сюда! Куда-сюда? Что там происходит? Ну, мне пока задача сбежать от полиции. Так, а там что? Этот ужас был повсюду, куда бы я ни пошел. Окружал меня. У копов не было шанса. Они преследовали писателя, а не монстра. О, полицейская тачка. А чё это работа Вейк-то? Вы охренели, что ли? Какие ваши доказательства, что это я? Я пошел, все машины расхерачил. Дебилы, что ли? Оставайтесь на месте! Бежать некуда! Стоять! Замочили вертолет. Офигеть. Птицы вертолет замочили. Да. Так, сюда, да, мне потом? Сейчас наверх еще сходим. По-любому мне надо наверх идти. Тут ничего нет. А тут? Вдалеке я увидел свет на радиостанции. И что, мне опять ночью через эту херню идти?
Вертолет разбился. Так, а что у нас здесь? Это Джейнс. Маллиган, Торнтон, отзовитесь, прием. Это Торнтон. Джейнс, мы взяли Уиллера и Роуз. Они не пытались сопротивляться. Эй, Маллиган, ты что это? Да ладно! Сядь и дай мне это. Джеймс, это Маллиган. Прием. Ага, продолжай, Маллиган, прием. У нас здесь Уиллер и Роуз. Уиллер Мне казалось, что та радиовышка вдалеке была частью местной радиостанции. Мэйн казался порядочным человеком. Он мог бы подсказать путь к угольной шахте. Ага. Неестественные тени удерживали ворота. Тьма, что гналась за мной, возводила препятствия. Пройти дальше без света я не мог. Значит, мне надо найти фонарик. У прожектора не было питания. Надо повернуть на ворота, наверное, да? Старый генератор заглох. Надо было посмотреть его, починить и завести снова. Так. Отлично, починили. Не, ну пока не страшно. Так, еще одни ворота, да? Ой-ой-ой. Фонарик. Батареечки. Нету батареечек. Отлично. Через мгновение я понял, что это световые гранаты. Они были идеальным оружием в моей ситуации. Первая группа, ответьте, прием. Первая группа, это шериф Брейкер. Докладывайте, прием. 5 штук. Вторая группа, ответьте. Мне нужен ваш доклад, прием. Ну же, ребята, поговорите со мной. Ну давайте, пожалуйста. Так, а тут что? Блин. Вот так, да, с вами надо? Понял вас.
Сейчас еще придут. Вот они. Эй-эй-эй. Еще сейчас кто-нибудь. Ой, я под цвет. Спасибо. О, 8 штук. А вот и очередной звонок. Вы на волне KBF-FM и в студии Падмы. Это Мил Пибоди, Пат. Что нового, Мил? Ну, я живу возле трейлерной стоянки, Пат. Там сейчас какая-то суматоха. Ну, это по дороге ко мне. Не знаешь, Вертолет растекает, и я даже как... Выстрелы? Да, сэр, как из пистолета. Так вы можете выяснить, что происходит? Это совсем рядом, и там уже палят из ружей. Они все еще стреляют? Нет, это было минут 10-15 назад. Похоже, дело серьезное, Пат. Поверьте, это не похоже на вечеринку. Ну, я обязательно позвоню в управление, Мил. Ладно. Вы узнаете об этом, как только я буду. Какой-то босс, походу. Вы арестованы. Блин. Страшно. Так, хорошо. Пока все идет отлично. Но только пока. Там какой-то огонек. О. Мне страшно туда так заходить. Но вроде должно быть островок безопасности. Не доверяй никому во тьме. Я ей не доверяю. Так, батарейки, это хорошо. А чё я завел-то вообще? Хрен его знает. Ступай по свету. Черт. Всё? Ну какие они шустрые-то. Я прям фигею.
Стоп, а тут что? Так, световая граната. Пока гранатки самое то сейчас. Я не знаю, я пока не хочу ничего искать. Так страшно, блин. Так, добрался до радиостанции. Стоять! Спасибо. Надо, наверное, поберечь. На всякий случай. Беречь эти гранаты. Тут вроде нет больше ничего. О, тут открыто, оказывается. Я надеялся, что Мэйн сможет одолжить свою машину до шахты. Так, я надеюсь, тут пока никого не будет. Нормальным гражданам, а не на этих людей время тратить. Что ж, Пусть этот сброд сам о себе позаботится. Извините, но мой дедушка поселился в Брайт-Фоллс в 1911-м. Ну что же, большое спасибо вам за ваше сострадание, Лорна. Что там? Ого, вот так сюрприз. К нам только что присоединился знаменитый писатель Алан Вейк. Друзья, я попробую уговорить его дать интервью. Заходите, мистер Вейк. А, я так рад, что вы нашли время, мистер Вейк. Угу. Бежать некуда, Дэн Браун! Отойди от Мэйна! Не трогай его! Во, всем Успокоиться. Положите оружие, все мы тут друзья, Выпусти парня, верно? Найтингейл. Мы его взяли. Черт побери! Черт, да что с тобой? Там же штатский. Убить меня хотят? Опять бежать. Я доберусь до тебя. Сдохну, но доберусь. Слышишь меня? Слышишь? Г.Ф. Лавкрафт. Я столько раз падал с обрыва, что это было уже смешно. Вот что ты получаешь, называя книгу «Внезапная остановка». Хорошо, наверное, что мне не представился шанс рассказать Мэйну, куда я направляюсь. Мне нужно было оторваться от копов и найти собственный путь к шахте. Так, там что-то есть. Найтингейл смотрел на темный лес за разбитым окном студии. Он повернулся и направился к выходу, но Мэйн схватил его за руку. «Молодой человек, вы едва меня не застрелили. Нельзя же так палить по людям. Да что с вами?» Найтингейл вырвался и вышел из комнаты. Его щеки горели от гнева и унижения. Опять что-нибудь будет. Ну да. Убил. Ага.
возьмете, да? Сейчас хоп, аккумулятор слетит. Где ты ходишь? Куда туда надо бежать? Отлично. Тут явно что-то есть. Не просто ж так это все тут сделано. Не знаю, правда, зачем тут это все. Тут светло, кстати. Блин, куда же я иду-то? Надеюсь, не назад. Так, какая там вышка? Так, это хорошо. И как сюда зайти? Не понял. Ну как-то ж сюда можно же зайти? Как-то ж сюда люди заходят? Нет, ты посмотри, ни одной двери нет. Что, настолько все плохо и запущено, что я не могу войти? Да, действительно. То есть я собрал просто что-то такое вот. Вооружение просто собрал. Понял. Давай. Птицы сраные.
Драные птицы. Не дают нормально спуститься. В рифму даже пошло. Драные птицы не дают нормально спуститься. Так, мне идти туда. Сейчас пойдем. Хорошо. Всё, нету, да, больше патрончиков? Дайте патроны. Не было никакой разумной причины электрокомпании оставлять здесь фонарь. Было ощущение, что это все оставлено в пользование таким людям, как я. Отлично. Прожектор есть. И что мне с этим делать? Иди сюда. Хорошо. Что идет, да? Отлично. Значит, добавились еще прожекторы. Баг контролирует их. Туда идти. Стоп, здесь еще что-то есть. Или уже ничего тут больше нет. Они боятся света. Спасибо. Так, батареечки взяли.
Идем сюда. Патрончики. Блин, как страшно. Добраться до депо. Тут что? Нет никаких листиков с рукописью. Во, листик есть, нашел. Сара доверяла инстинктам, а те нашептывали, что агент Найтингейл мерзавец. Что-то с ним не так, помимо запаха старого перегара. Что-то в манере показывать жетон, кичиться служебным положением и смотреть на людей, ожидая ответа. Где Алан Вейк? Что за несчастный случай? Где жена писателя? И самое важное, почему она дала Вейку уйти? Сам агент на вопросы не отвечал, говорил, это дело федералов. Как добраться до депо? Паровозик. Вообще великолепно. Что за телефон? Алло? В жизни не встречала такого упрямца. Элис? Элис? Алан, я так боюсь. Держит меня в неведении. Помоги. Я смотрю на тебя, а это будто и не ты, а какой-то незнакомец, похожий на тебя. И даже с твоими глазами. Элис, я здесь. Я так одинока здесь. Да я схожу с ума. Он не захочет слушать и сотрудничать. Связь была ужасной, но это было не единственное, что казалось неправильным в этом звонке. Ее голос звучал как-то неправильно, но она мне позвонила. Рычаг. Труба вывернулась из стальной конструкции моста. Окутанная тьмой, она парила в пустоте и судорожно дергалась. Мгновение я не понимал, что передо мной. Массивная штуковина с немыслимой силой рванулась ко мне. Я едва сумел увернуться. Когда я направил на нее фонарь, она содрогнулась от зловещей ярости и снова полетела в меня. Одержимый объект какой-то. Так, секундочку, а тут что? Да, тут вот тут как раз хижина, где я посмотрел. Тут не должен на меня никто нападать. Который раз уже замечаю, что здесь никто не нападает. Взял. Сейчас, значит, какой-нибудь босс будет. Еще кто-то? Не, больше, слава богу, никого. Хорошо. Ну, блин, все-таки нападает. Ну, хорошо. Я мог видеть железнодорожный мост впереди и какой-то склад на противоположном берегу. Я надеялся, что найду машину там. Не, ну хорошо, хоть и не дают взять ништяки, а так потом нападает. Иначе было бы херово.
Тьма, что преследовала меня, становилась сильнее. И она подчиняла абсолютно все на своем пути. Что за черт? Блин, я так не договаривался. Я надеялся, что найду машину там. Тьма, что преследовала меня, становилась сильнее. И она подчиняла абсолютно все на своем пути. Что за черт? Понял. Охренеть вообще. Да как так-то? Уворачиваться, что ли, надо? Я надеялся, что найду машину там. Наверное, уворачиваться. Тьма, что преследовала меня, становилась сильнее. И она подчиняла абсолютно все на своем пути. Что за черт? Ну, я не смогу, наверное, ничего сделать. Я надеялся, что найду машину там. Может, надо было эту флешку зажечь? Да, чтобы она там это расхерачила. Пойдем. Попробуем. Тьма, что преследовала меня, становилась сильнее. И она подчиняла абсолютно все на своем пути. Что куда? Я херею просто. Я надеялся, что найду машину там.
Тьма, что преследовала меня, становилась сильнее. И она подчиняла абсолютно все на своем пути. Что за черт? Принять вообще. Когда сдохнет, ё-моё. Офигею над этим всем. Ну и что мне с тобой делать? Что, так надо? Баллон. Дойти. Листок. Я захлопнул дверь прямо перед его наглой рожей. Он умолял открыть дверь. Ублюдок думал, что я подчинюсь. У меня не осталось сочувствия, и вины тоже, не перед ним. Какое-то время я наслаждался его криком. Ручаюсь, в тот момент я улыбался. На большее не хватило времени. Темная сущность была в доме вместе со мной. Темная сущность была в доме. Когда я был еще юн, только начинал интересоваться литераторством, Стивен Кинг был источником вдохновения для меня. Я думал обо всех тех выдуманных вещах, что обретали жизнь в его книгах. В хороших книгах ужасов никто не в безопасности, особенно протагонист. Вот что делает их занятными. Здесь было так же. И тьма окутывала абсолютно все, подбираясь ближе. Так, пойду сначала сюда. Тут ничего нет. Блин, максимум 42 патрона. Набрали 911.
Отлично. Спасибо. Так, что тут за гараж? Контроль. Отлично. Так. Блин. Чего же их раньше не расставляли? Блин, ну теперь, блин, даже в закрытых пространствах, получается, они бывают вот в таких вот херовинах. Можно заждать все что угодно. Не бояться света. Спасибо, что вы мне сказали. Пойдем наверх. Контрольная точка. Приемник ничего, молчит. Телевизор. Мы принимаем факты нашей жизни как должное, не отдавая только в том, что Понял. они лишь тонкая вуаль отчаянного самообмана, покрывающая безбрежный космос безумия. О, сколько тут еще оказывается. Тьма накатывала на меня, поглощая все, до чего могла дотянуться, цеплялась за мою одежду. Я увидел фонарик, который уронил похититель, и метнулся к нему, когда почувствовал, что ноги отрываются от земли. Тьма стиснула меня в стальных объятиях, как торнадо. Каким-то чудом мне удалось включить фонарик. Тьма взревела и отшвырнула меня. Я упал и покатился к темным водам озера далеко внизу. Сейчас тут будет. Ну, открытое пространство. Бочки есть, а нет бочек. О, вот тут есть кое-что.
Неужели? Давай быстрей. Иди отсюда. Не лезь ко мне, пожалуйста. Так, тут ворот, наверное, открываются, да? Да. Блин, с первый раз прошел тут трактор. Сюда нельзя. Плохо. Термос. Термос это нормально. Не знаю, правда, зачем он. Листочков нет. Зато есть машина. Никогда я так не радовался рассвету. У меня была пара часов, чтобы добраться до угольной шахты. Но это еще не До конец. угольной шахты было недалеко. Блин, что так все дергается-то? Сегодня я должен был встретиться с похитителем, и он бы отдал мне Элис. Я не оставил бы ему выбора, ведь утопающий хватается за соломинку. Так, тут день. День это хорошо. Стоп, а машину-то не можно взять, нет? Мало-помалу, даже не осознавая, я убеждался в том, что история из рукописи становится правдой. Течение повествования погружало меня все глубже и глубже в темные воды. Элис забрали у меня. Барри должно быть в тюрьме. Я бежал от ФБР. Целый мир под властью темной сущности пытался меня уничтожить. Это было реально. Но это был образцовый пример безумия. Я боюсь, вдруг какой-нибудь листочек упущу или какой-нибудь эту. Оружие дополнительное. Так, спокойно. Спокойно, спокойно. Тут, я думаю, надо остановиться. Тачку поменять. А почему бы и нет? Тачечку поменять. Это Пат Мэйн, вы слушаете KBFFM. Друзья мои, я хочу извиниться за то, что прошлой ночью бросил вас на произвол нескончаемых музыкальных записей, но меня задержали. Видите ли, я тут столкнулся с одним крутым ФБРовцем, у которого руки так и... Крутым ФБРовцем. Ну давай, поехали.
машинка нормальная. И по физике, по-моему, такая же. Сейчас тут что-нибудь будет. Так. Вот и все. Дэнни вышел, а назад ввалилось нечто иное. Чужак. Я прибыл раньше. Я должен был встретиться с похитителем в главном здании. В шахте было тихо. Теперь здесь располагался музей. Да пофиг уже, там музей, не музей. Надо добраться. Да, поехали. В туалетах вряд ли мы кого-то найдем. А вот они, шахта. Так, эта техника настолько стара, что уже не поднимается. Тьма накатывала на меня, поглощая все, до чего могла дотянуться, цеплялась за мою одежду. Нет, я уже смотрел, читал. Что это? В 70-м году случилось извержение вулкана. Во время катастрофы погибли 32 шахтера горнодобычи в районе Брайт-Фоллс. Полностью прекратилось. Теперь многие сохранившиеся сооружения охраняют закону как исторические памятники. Я не хотел выходить наружу. Полиция наверняка меня искала. Под полуденным солнцем было как в бане. День тянулся бесконечно. В мыслях крутились сценарии, пытки, которым я мог бы подвергнуть похитителя, чтобы вернуть Элис, и все эти немыслимые ужасы, которые он мог сотворить с ней. Я сочинял, что Элис мертва. Я не мог убедиться, что она жива. Неизвестность убивала. Я держался на слепой надежде. Все это была пустая трата времени. Ублюдок не придет. Вейк! И где ты, черт возьми? Планы меняются. Знаешь, где Миррор Пик? Это большая гора к северу от тебя. Пойдешь туда по тропе от шахты, не заблудишься. Там есть смотровая площадка. Я буду ждать. Мне надоело, что ты меня динамишь. Хочешь увидеть свою жену живой? Если да, то думай, что мне говоришь. Ну как? Мы друг друга поняли? Козел. Я хочу поговорить с Элис. Ага, а я хочу рукопись. Не заставляй меня ждать, Вейк. Алло? Алло! Я убью его!
Мне нужно было добраться до Миррор Пик. Тьма была близко. Может, даже ближе, чем когда-либо прежде. Ведь ночь. Куда мне идти? Нет, тут только один выход. Не один. Бери скорей. Батареек много, да? Ну и ладно, много так много. О как. Тут нападет кто-нибудь. Страшно. О. Так страшно, что аж пропустил все. Ничего тут нет больше. Угу. Спасибо. Понял. Спасибо. Так, туда идти, да? Да. Но мы еще пойдем назад, потому что был большой ящик. Вот он. Погнали. Других вариантов нет.
Спасибо. Что ставить меня в разные ситуации. Проснулся. Нет. Что за черт? Ого, тут торнадо. Единственный путь к склону горы проходил через здание, а для этого нужно было избежать электроказни. Не так. Ну давай. Так, я думаю, сюда надо идти. Так, ракетница, боеприпасы. Ну, пока живем. Чё тут?
Нам туда надо. Оказывается. На смотровую площадку Mirror Peak. Охренеть. Как я тут должен выжить? Скажи, пожалуйста. Я должен выжить тут. Серьезно. Да охренеть вообще. Серьезно, как я должен выжить? Так. А еще что? Хорошо. Сейчас, наверное, здесь будут. Вон они там ходят. Блин, сам себя убил. Блин, тут надо машину. На. На. Иди сюда. Ой. Может, по этим надо стрелять? Как их там называют? Базы.
Есть тут что-то. Возможно. Не забудьте коробку с завтраком. Блин. Сдохни ты уже. Так. Так, отлично. Давно листочков не было. Может, я где-то что-то пропустил? Тут наверх никуда не залезть, да? Или залезть? Не, ну там что-то какая-то лестница есть. Тут чан. А, сюда что-то выливается, это не лестница. Значит, все правильно я иду. Сейчас еще кто-нибудь отсюда вылезет. Потому что вон уже херня это. Зараза, блин. Я вроде стреляю. Не доверяй никому во тьме. Я вроде стреляю, что-то он не хочет. Не очень понимаю, почему. Где-то что-то... Где-то открылась дверь. Так, что тут? А, влезть, мне показалось. Взять. Все скрипит, все шумит. Следуй. О, листочек. Найтингейл ушел, и ночной ветер подул в разбитое окно студии.
Мэйн посмотрел на Сару. Шериф отвернулась. Голос Мэйна дрожал от едва сдерживаемой ярости. Этот парень больше пьет, чем думает. Надеюсь, Сара, ты знаешь, что делаешь. Нездоровый у него взгляд. Поверь моему слову, Вейк ему нужен не просто так, и вряд ли он задумал что-то хорошее. Так, секунду, а я ж сюда... Я поднялся, правильно? Да, наверное... А, я, наверное, с другой стороны вышел. А, вон туда. Ух ты. Трындец. Еще падающих деревьев мне тут не хватало. Серьезно. Сейчас я выйду отсюда, на меня нападет кто-нибудь. Ворот, я там на машине должен проехать. Так. И было очевидно, что это не электрокомпания ставила здесь световые гранаты. Проехать нельзя. Пойдем туда сначала. Вдруг тут что-то есть. Листочек, может, с рукописью. Пока что ничего. Да ладно, ты не запыхивайся. Блин, вроде не такой уж и старый, а запыхивается, блин, после 50 метров пробежки. Странно. Зарядить само. Слушайте вы, ребят. Иди сюда.
Да чтоб тебя, а? Блин, как вас много здесь, а? Реально. Врагов прям больше и больше. Интересно, под конец вообще тьма будет, да? Хрен пройдешь. Так. Ну, брат, 50 метров пробежал и все, и ты и дохлик. Мне кажется, даже 60-летний кто больше пробежал бы. Бумажечка. Найтингейл ушел, и ночной ветер подул в разбитое окно студии. Мэйн посмотрел на Сару. Шериф отвернулась. Голос Мэйна дрожал от едва сдержанного. Это не то. Когда Томас Зейн влюбился в Барбару Джаггер, все произошло стремительно. Она была молода, прекрасна и полна жизни. Томас никогда прежде не был особенно счастлив, а Барбара изменила это в одно мгновение. Никогда еще Зейну не было так хорошо. Все, что не делала Барбара, становилось еще одной деталью пазла, которого ему так недоставало всю жизнь. И что было лучше всего, слова при ней текли мощным потоком, сильные и яркие. Барбара была его музой. Барбара была его музой. Музой так музой. Нет, это не работает. И чё это куда-то покатился-то? Идти надо туда. Типа, да? Туда мы еще не сходили. Пойдем сходим. А, тут где-то тайничок. Тайничок. Сейчас птицы, что ли, будут? А больше ни хера, да? Вот они, приперлись уже, ты смотри на них. Смотри на них, боятся засранцы. Патронов нет, да вы чё? Иди сюда. Блин, я думал, я на пистолетных патронов набрал, а тут их нет ни хрена, оказывается. И мне ракетницу приходится юзать. Стоп, а вот здесь что? А, тут термос. Оп, топ. Термос термосом. Еще попробуй возьми. Ну да. Дубль 2.
что ты будешь делать? Блин, да тут невысоко, чё он теряет хпшки? Еще и прихрамывает. Так. Ну, пойдем, раз такое дело. Нормально по патронам. Если, конечно, там только не жесть какая-то придет. У меня не было реального плана. Я шел отдать похитителю все страницы рукописи, что были у меня, в обмен на Элис. А если этого будет мало, я наставлю на него ствол и заставлю говорить. О. Стоп. Помповое ружье. И чего? Сейчас будут, ребятки. Надо будет отходить. Да. Иди сюда. Блин, я же сраные. Интерфейс. Блин, это оказывается пустая бочка. Иди сюда. Блин, 2 патрона в каких странах. Что самое интересное? Ты черт. Вот это ничего себе. Блин, ты далеко убежал. У меня не было реального плана. Я шел отдать похитителю все страницы рукописи, что были у меня, в обмен на Элис. А если этого будет мало, я наставлю на него ствол и заставлю говорить. Нет, что-то мне это помповое ружье не нравится. Почему, не знаю, но не нравится. Так.
Ну какие вы шустрые-то, а? Иди сюда. Так, это был последний, да? Укурок. Курок-утырок. Подожди, а я же ведь шел когда... Так, подожди-ка. Сюда пойдем тогда. Тут без разницы. Вот они все. Иди сюда. Сейчас тут наверняка тоже будет несколько волн. Вот опять, вот куда я иду? Смотровую площадку Mirror Peak. Побежали. Не-не-не-не. Да вы охренели, ребята? Может, все-таки поменять на помповое ружье? Все-таки как-никак 8 зарядов. Это лучше, чем 1. Но я тут всех убил. Почему он мне показывает, что мне надо сюда? Или тут без разницы куда? Так, тут нет пещеры. Тут пусто. Может быть и там все работает. Ах ты черт. Блин, опять отсюда. Да вы охерели, что ли, ребята? У меня не было реального плана. Я шел отдать похитителю все страницы Но они рукописи, что были у резкие. меня, в обмен на Элис. А если этого будет мало, я наставлю на него ствол и заставлю говорить.
Ну где кто? Пошли. Всё? Или еще кто есть? С одной херни до другой. Сейчас будем бегать. Отсюда. Туда, да? Тут я ничего не найду и хорошего. Походу ничего все-таки. Приключения на жоп найду. Да, пошли вперед. Ну хотя бы у меня нет ни с чем проблем с патронами там. Листочков давно не было. У контрольной точки, слава богу. Надеюсь... Темная сущность поверху двигалась в том же направлении, что и я. Чувство холода поселилось где-то внутри меня. Она идет за Элис? Она идет за мной. А не за Элис. Так, туда. Сначала мы сюда сходим. Вдруг тут что есть интересного. А ни хера тут нет ничего интересного. Тут были контрольные точки через каждые 5 шагов, блин. От ночной работы можно заработать рак. Где этот двигающийся? Иди сюда.
Не, пока подвигаюсь на месте. Не успокаивается. Есть. А чё это тут? Нет, тут ничего. Блин, нахера ты на кладбище пришел? Так страшно. Батарейки. Да мне их вроде и так много. О. Это хорошо. Контрольную точку нашел. Рукописи что-то нет пока больше. Сейчас что-нибудь будет. Я думаю, без приключений меня тут не оставят. Чуть показывает, что нам туда. Тут тогда что? Значит, через этот вот домик полуразвалившийся. Там Место идти. было мертвое. Город-призрак. Стоял так десятками, а может и сотнями лет. Блин, да вы чё, ребят? Спасибо. Там есть что? Туда не добраться. О, листик. Когда Томас Зейн влюбился в Барбару Джаггер, все произошло стремительно. Она была молода, прекрасна и полна жизни. Это читал. У части одержимы сохранились отголоски эго, но это было как судороги в мертвом теле. Оставалась только оболочка, полная темноты и покрытая ею. В большинстве случаев темной сущности хватало этих кукол, но для более тонкой задачи, как с писателем, требовалось иное. Темная сущность хотела получить его рассудок, и вместо того, чтобы овладеть, она просто прикоснулась к писателю. Так, аккуратнее. Стоп. Так, ущелье Серого Пика. Шахтерское поселение было основано в 28 году как одно из постоянных поселений для рабочих горнодобывающих компании Bright Falls. Близлежащее кладбище служит мрачным напоминанием об опасностях, ежедневно поджидающих шахтеров. Там похоронено большинство погибших за все эти годы. Мрачное предупреждение живым о необходимости соблюдать осторожность. Ущелье Серого Пика было покинуто жителями практически за одну ночь в 70-м году, когда закрылась горнодобывающая компания Bright Falls. Понял. Ну, мы через кладбище прошли. Так, походу все-таки
Так, туда, да? Туда зайти не получится. У меня больше батареек. Термос. Вам без разницы, да? Как ты идешь? Один хрен ты придешь в одну точку. Ну, кстати, вот тут что-нибудь может быть. Может быть. Ух ты. Ух. Еле отстоял. Еще что ли? 3 уже. Идите вы нафиг, ребятки. Блин. Как вот с этим бороться? Расскажите мне, пожалуйста. Спасибо. Да, жги его. Отлично. Так, выжил пока что. Листочков нет, идем дальше. Тут пока не страшно, сейчас люди будут. Как люди. Сейчас вот здесь вот будут. Так, что у меня? Ни хрена нет. 10 патронов. 2 флешки, если что, есть. Убили меня нафиг.
Да, тут люди, оказывается, ладно. А вот всякая такая вот хрень. Спасибо. Железный конь. Достижение получил. Убежище. Я прочитал сначала по-другому. О, термос. Что взял? Что-то я не помню, что взял. Ключ, может, какой-то? Да. Не, ну если убежишь, тут можно расслабиться, правильно? Если я не пишу, то за каждое действие нужно бороться. Мне плохо, но мне удалось спуститься вниз по лестнице. Здесь коробка из-под обуви, а в ней книги и бумаги Томаса Зейна. Очень трудно собраться, но мне удалось прочитать кое-что из этого. Он поэт, и поэт хороший. Он пишет про мус и творцов, что призывали невероятные вещи из магического озера. Брали их силу, изменяли мир. Про миры богов, про сны, про демонов, темных существ, что ждут часа сбежать, надев плоть человека для обмана. Зейн пишет про себя, про его девушку, что стала одержимой темной сущностью, про боязнь озера. Зейн верил, что оно есть зеркало в зияющую пустоту бездны, где притаились сущности Куда идти? А, вон лестница. Долго мы идем до этой смотровой площадки. Очень долго. Не, ну тут плюс еще, конечно, то, что некоторые волны врагов не сразу приходится. Похититель прислал сообщение. Оно пестрело орфографическими ошибками и бранью. Он просил меня поторопиться. Так, а куда идти-то? Сюда, пошли. Тайник. Блин, 10 патронов, это, конечно, очень мало. Поторопиться. Ты видел, что тут происходит? Если бы все было так легко. Птицы! Птицы. Две волны, правильно?
Ща вот здесь вот меня будут преследовать эти твари. Испугались. О, да. Так, побежали скорей. Где вы там есть? Я пролетел. Да. Так, эти птицы закончились. Опасность. Шахта. Покинуть серебряный рудник. А здесь серебро реально есть? Мне кажется, вот это оружие будет эффективнее. Пока пистолет возьмем. Ладно, пошли. Тоннели ведут к озеру Колорон. Зовет меня кто-то. А ладно, это я. Чё надо-то? Так, а я правильно иду? Ну, походу, правильно. Охренеть вообще. Так, отлично. Эти штучки мне нужны. Там рукопись. Я, интересно, сюда приду или нет? Тут ничего, я больше не пройду никак. Пошли тогда туда. Пусть, может, там будут враги, но... Может, я тут еще что-нибудь найду? У меня пистолет. Пистолета мало патронов. Без предупреждения головная боль пронзила мой мозг. Вот. Тут еще какой-то там психологический противник или что-то такое. Сейчас приду. Элис? Элис! Ну и где она? Ощущение, что рядом. Ух ты.
Я больше не могу. Нужно убираться отсюда. Блин, ты только сейчас это понял? Я смотрел через решетку тюремной камеры. Барри устало пошатывался позади меня. По другую сторону решетки стояли агент Найтингейл и шериф Брейкер. В руках у Найтингейла была стопка страниц рукописи. Он ликовал как безумец. «Ну что, Реймонд Чандлер, теперь ты попался. Здесь все доказательства, в том числе преступного сговора с целью убийства федерального агента». В реальной жизни все и всегда было труднее, чем в романах. Не сосчитать, сколько раз я жалел, что у моего творческого кризиса нет понятной причины. Чего-то такого, с чем можно бороться, что можно объяснить. Меня одолевали сомнения. Я совершенно не был похож на героя собственных книг. Алекс Кейси всегда жил целеустремленно и непоколебимо шел к цели. Даже сейчас я злился на себя, на Элис, на Барри. Я мешкал и мялся, и у меня не было никакого плана. Ну... Блин. А я плавать-то умею вообще? Ага, понял. И чё, куда идти-то? Назад? Наверное, назад. Я не знаю, как еще. Блин, да хорош. Что ты такой запыхавшийся-то? Реально, дед 60-летний, и то больше повыносливее будет, чем вот этот он. Тут даже бежать не убежишь от этих. Ну, получается, да, там тупик, а значит идти надо вот сюда. Даже за закрытыми дверями и задернутыми занавесками в комнатке мотеля «Мажестик» Найтингейл ощущал взгляды местных жителей и их давящее неодобрение. Он заставил себя выбросить это из головы. Очевидно, чары Вейка распространились на местных. Но чтобы сделать работу, нужно выполнять свои обязанности. Он отхлебнул из бутылки и успокоился. «Пожалуйста», — подумал он, — «дайте мне с этим разделаться». Твою дивизию. Ни хрена себе. Несчастные случаи можно предотвратить. Ага. Блин. Так. Тогда вот это, получается, надо брать. И охотничье ружье. Других вариантов нету. Других вариантов нет. Только так.
доберутся тогда? И большой. Бежал, что ли? Или где-то бегает? Так. Это хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, пошли. Ну, пойдем. Нет. Блин, какая долгая и какой долгий эпизод. Или это я, может, так медленно прохожу? Но мне кажется, все-таки эпизод очень долгий. Мне нужно было найти путь наверх через штольню. Может, здешние механизмы помогут с этим? Ага, сейчас головолом какой-то надо будет решать. И все. Ну, сейчас, наверное... Так, отлично. Это вот хорошо. Так, секундочку. А, вон. Тогда все нормально. Не падать. Блин. А чё тогда? Ну, надо туда куда-то, правильно? То есть я сейчас... Лестницу надо скинуть, что ли? Да. Все. Все, теперь понял. Теперь понял.
Ой-ой-ой. Я ж пнул. На смотровую платформу у Mirror Peak. Хочешь вниз, хочешь наверх. Но смотровая платформа, если по логике вещей, это вверх. Но мне почему-то показывает, что... Ничего тут больше нету интересного. Ничего. Ну, ничего так ничего. Пошли дальше. Зато... Как их там называется-то? Фальшфлайер. 5 птиц. Отлично, птицы отстали. Туда. Тут ничего. Здорово. Еще один подъем. Постарайся. Сейчас тут птица, наверное, падает, да? Да ладно, никто не нападет. Да не может быть такого. Так, отлично. Я еще не доехал. Блин. Не буду больше этим транспортом ездить. Рановато, наверное. Там ничего. Ой-ой-ой. Зараза. Да это не зараза, блин. Это вагон. Это целый вагон, сука. Меня хотели уронить. Так, сюда я должен был приехать.
Но не пугайте, не пугайте. Блин, закончилось, что ли, все? Че с ружьем-то, я что-то так и не понял. Засранцы. Ты чё? Заряжайся давай, не выделывайся. Блять. Блять, что ты будешь делать? Ощущение, что, блин, патронов всегда вечно не хватает. У меня не 6 выстрелов, а 4 там или вообще 3. Часто приходится перезаряжаться. Так, отлично. Патроны есть, пока живем. Это хорошо. А тут что? Смотри, что-то сюда ведет. Охрененно, тут вообще ничего нет. Так, птиц тут не будет. Ага. Началось, блин.
Есть. Где еще один? Иди. Минус один. Сзади никого, отлично. Пока хорошо идем. Что-то, блин, долго мы идем, конечно. Очень долго. Я надеялся, что побыстрее будет. Вот и ничего, где-то туда. Ну, пошли. Так, еще один листок. Не, так-то много взяли. Мод проверил все сдающиеся дома стаки. Вейков не было нигде. Уже стемнело, когда он обнаружил их машину в конце дороги у озера Колдрон. Это была какая-то бессмыслица. Вероятно, Вейки не туда свернули, но их след простыл. А машина явно находилась здесь уже не первый час. Раздосадованный, Мод стоял на прогнивших останках пешеходного моста, который когда-то вел к острову Ныряльщика, до того, как остров ушел под воду много лет назад. Боссу это не понравится. Так. Пройти через горные развалины. Когда ж мы уже дойдем до этот эпизод? Серьезно. Сколько можно идти-то? Так, какой-то проклятый старый дом. Угу. Тут звук, кстати, как в Resident Evil, по-моему. Да. С этой закрытой двери. Значит, нужно куда-то сюда идти. И что? Минутку. Ну, а куда я должен идти? А, во, подвал. Том, я скучаю по тебе. Ты говорил мне через телевизор, Том. Скучаю по тебе, Том. Это ты написал? Будь ты проклят, Томас Зейн. Кто-то тут явно был замурован или что-то типа того. Может, какие-нибудь ключ... А, вот сюда подниматься.
Не надо меня пугать. Пожалуйста. Приходите сразу. И все. Отлично. Иди ничего. Где? Наверху, что ли, кто-то еще есть? Так, секунду. Вот я, допустим, тут, да. А, вон, прыгнул. Так, это я прошел через забор, правильно? Да, вот. В другую сторону я за термосом пришел. А идти мне куда-то сюда. Ага. Все еще идем на смотровую площадку у Mirror Peak. Я мог видеть озеро Колдрон. Казалось, что я вижу точку, где был остров и дом, а рядом сиял свет. Это могла быть лодка. Ну, я скажу, что нет, это не наследница Макс Пейн, хоть Теперь я был близок. Мне нужно было попасть туда быстрее. И мне было страшно, что я мог бы там найти. Я пытался удержать Элис, но она растаяла. Я терял контроль. На месте Элис стоял доктор Хартман. Я хотел ударить его, но руки меня не слушались. Он улыбнулся. То была ободряющая улыбка, и за это я ненавидел его еще сильнее. Мне пришлось дать вам успокоительное, не сопротивляйтесь. У вас случилось очередное обострение. Сейчас для вас главное не волноваться. Мы не хотим, чтобы случился рецидив. С некоторых пор вы являетесь пациентом моей клиники. Блин, какой длинный эпизод. Я уже 3 часа сижу. Вейк, это ты? Вейк! Эй, я здесь! Я иду! Нет, нет, нет! Убирайся! Я извиняюсь. Пожалуйста, леди. Хозяин не знал, с кем связывается. И я не знал. Клянусь, не знал. Что за Нет фигня? у нас его жены. Мы не знаем, где она. Наверное, утонула. Мы только сказали, что она у нас, чтобы он нас послушался. Чтобы согласился писать для нас. Пожалуйста. Пожалуйста. Мне жаль. Пожалуйста, Что за не херня? делайте больно. Это тот мужик? Похититель, типа.
Неужели? Мы закончили. Офигеть вообще. Ранее в Alan Wake. Стоп. Все, мы закончили. Отлично. Я думал, бесконечную эту главу мы никогда не закончим. Так, ну что, ребятки, на сегодня все. Это было прохождение Alan Wake Remastered. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И до будущих стримов, друзья. Всем пока.